Мысль о том, что кто-то из родственников или друзей может уйти и не вернуться, кажется большинству людей невероятной. Многие думают, что это происходит только в фильмах. Однако такое случается и в реальной жизни. Житель Австралии Габриэль Неги, который был прекрасным мужем и отцом двоих детей, сына и дочери, однажды пропал без вести. Только через 23 года родные узнали причину его исчезновения. Габриэль Неги приехал в Сидней с родителями, когда был еще ребенком. Он решил остаться в этом городе. Мужчина работал слесарем-монтажником. Габриэль помогал компаниям обустраивать места для розничной торговли. Неги мечтал стать бухгалтером, даже посещал специальные курсы, чтобы достичь этой цели. Несмотря на то, что мужчина воспитывался не в очень благополучной семье, он стал хорошим мужем для своей жены Памелы и замечательным отцом двоих детей, дочери Дженнифер и сына Стивена. Однако в 1987 году жизнь этих людей сильно изменилась. Однажды Габриэль уехал из дома по делам. Днем мужчина позвонил своей супруге Памеле и сообщил, что придет домой на обед. Женщина приготовила для него еду. Однако ее супруг так и не вернулся. Никто не знал о том, где находится Габриэль. Мужчина словно провалился сквозь землю. Памела была очень взволнована. Она обратилась в полицию. Через некоторое время удалось обнаружить остатки сгоревшей машины, в которой ехал Габриэль. Эта новость опечалила его жену. Однако самого владельца автомобиля найти так и не удалось. И Памела не стала терять надежду и продолжила поиски супруга. Женщина вместе с детьми начала расклеивать объявления об исчезновении Габриэля. Родственники Неги надеялись, что кто-то из жителей Сиднея видел мужчину после автокатастрофы. Стивен и Дженнифер пребывали в состоянии шока. Неужели любящий и заботливый отец оставил их навсегда? Через 2 недели после исчезновения Габриэля стало известно о том, что мужчина снимал деньги в одном из банков Ньюкасла. Это было очень странно, ведь данный город находится в 100 милях от Сиднея. Старший констебль Джорджия Робинсон, которая занималась расследованием дела о пропавшем Неги, в течение нескольких десятилетий безуспешно пыталась разгадать загадку его исчезновения. Наконец, через 23 года после этого странного случая, Робинсон удалось получить сведения о Габриэле. Согласно документам, предоставленным сотрудниками системы Medicare, Неги проходил лечение в одной из больниц Австралии. Ему делали операцию на глаза. Однако пациент был зарегистрирован под другим именем Рон Сондерс. Мужчину нашли в Макае, городе, который находится на расстоянии 1000 миль от того места, где Габриэля видели в последний раз. Джорджия Робинсон узнала номер телефона Неги и позвонила ему. Мужчина признался, что смутно помнил события последних 2 десятилетий. Габриэль долгое время был бездомным, бродил по улицам города, выживая лишь благодаря помощи неравнодушных людей. Констебль Робинсон приехала в Макай, чтобы встретиться с ним. Неги рассказал Джорджии, что во время автокатастрофы получил черепно-мозговую травму и потерял память. Габриэль забыл все, что произошло до аварии. Он бесцельно бродил по улицам города. Мужчина не помнил даже собственное имя. Поэтому называл себя Роном Сондерсом. Эту фамилию он придумал благодаря вывеске «Пляж Сондерс», которую увидел в Квинсленде. Потом Габриэлю помог пастор, который предоставил мужчине работу смотрителя. После разговора с Джорджией Робинсон, Неги написал длинное письмо своей дочери. Через несколько недель Дженнифер встретила отца в аэропорту с огромным букетом цветов. Кроме того, Габриэлю удалось поговорить с супругой. Мужчина пообещал поддерживать связь со своими родственниками. Однако он пока не решился снова переехать к ним. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.